IPS-экран на 11,5 дюйма, частота обновления экрана 120 Гц, 2,4К разрешение, аккумулятор на 8800 мАч, поддержка зарядки до 30 Вт, 50-мегапиксельный основной сенсор от Samsung, 2К разрешение для видеосъемки, функция распознавания лиц, сканер отпечатков пальцев, процессор MediaTek Helio G99, расширение внутренней памяти картой microSD до 1 ТБ, 12 ГБ оперативной памяти, операционная система docOS, режим ПК, режим разделения экрана, и обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к планшету под названием Blackview Mega 1. Его, по-моему, уже почти год продают, и на распродажах у них всегда просто нереально приятные ценники, учитывая его спеки. Вот я его и купил. Но так ли все хорошо, как они обещают, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Перейдем к распаковке. Упаковка выполнена из плотного картона в белом цвете, на ней есть название, краткие характеристики и изображение модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем неплохой чехол-книжку, сам планшет с защитной пленкой, но олеофобное покрытие у пленки плохое, плюс за то, что есть дополнительное защитное стекло. Далее можно обнаружить краткое руководство, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, блок питания на 33 Вт, а также обыкновенный стилус. В целом комплект поставки очень хороший. Слот гибридный, непрорезиненный, под одну сим-карту и карту памяти до 1 ТБ или под 2 сим-карты. Габариты планшета 268 на 169 на 10,8 мм вместе с блоком камер, а без него 8,7 мм. Весит планшет 549 граммов, летим дальше. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянно это я разыгрываю Poco X6 Pro, смартфон, ежемесячно. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, также по ссылке в описании, и вы автоматически в розыгрыше. Переходим к планшету. Приобрести планшет можно в серой, фиолетовой и голубой расцветке. Корпус планшета выполнен из алюминиевого сплава и пластиковой вставкой с одного торца для антенн. Выглядит планшет неплохо, но минус за камеру с тыльной части, которая довольно сильно выпирает из корпуса, а также за пластиковую рамку по периметру экрана. Собран планшет в целом отлично, люфта у кнопок нет, грани прямые, в руках лежит модель удобно. Рамки у экрана не громадные, что с одной стороны хорошо, а с другой стороны, если держать планшет одной рукой, то ладонь может прикасаться к экрану, и в итоге, разумеется, экран не откликается на тапы второй рукой. Печатать в вертикальном положении, держа в планшет двумя руками, неудобно, но возможно. Долго одной рукой планшет держать сложно из-за веса, но это было ожидаемо. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофон и 4 стереодинамика. Мини-джека не завезли, за что минус. Качество звука отличное, как для подобного планшета, но каких-то настроек для звучания нет. Плюс не хватает низких частот. Вибромотор в наличии, что уже круто, но он довольно топорный и не настраиваемый. Летим дальше. Данная модель оснащена IPS-дисплеем на 11,5 дюйма с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Соотношение экрана к корпусу 85%, частотой обновления экрана в 120 Гц, но изредка проскакивает ощущение, что экран не всегда выдает 120 Гц. В настройках можно выбрать 60 Гц и смарт-режим, в котором планшет автоматически выбирает частоты между 60 Гц и 120 Гц в зависимости от открытого приложения. Плотность пикселей 203 ppi, но изображение довольно детальное и не зернистое. По моим замерам экран выдает максимум 300 люксов, экран не яркий, на улице, разумеется, яркости вам будет мало. Функция автоматической регулировки яркости работает исправно и быстро. Мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно, но сенсорный отклик отрабатывает плохо, даже в системе есть заметные рывки. Функции для разделения экрана есть, можно разделять экран только на две части, а функции плавающее окно нету. Удобно, что есть режим ПК, сам экран неплохой, автоповорот работает корректно, под разными углами сильно изображение не искажается, также есть датчик холла, и с чехлом-книжкой экран автоматически отключается при закрытии чехла. К планшету можно подключить фирменную клавиатуру, ну или подключить хаб, и через него можно присоединять клавиатуру и мышку. По большей части вопросы остаются только к ПО, так как есть моменты в системе, которые не оптимизированы. Летим дальше. Процессор здесь установлен наш любимый MediaTek Helio G99. Техпроцесс 6 нанометров, 8 ядер и максимальная частота 2,2 ГГц. Графический процессор Mali G57, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ, а внутренняя память типа UFS 2.1 на 256 ГБ. Хорошо, что тип ПЗУ не eMMC. Операционная система docOS версии 4.0 на базе Android 13 версии. Система работает неплохо. Сильных подвисаний я не встречал, но отмечу, что производительности маловато. И по ощущениям через полгода планшет даст об этом знать, если не раньше. В системе есть Android Auto, персонализация системы,
специальные возможности и так далее. Радио работает только с подключенными наушниками, разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также с помощью сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и функции распознавания лиц. Сканер отпечатков пальцев срабатывает через раз, ко всему можно завести 5 раз один и тот же отпечаток, что по мне не очень хорошо, но так, допустим, и Xiaomi делают. Функция распознавания лиц также плохо справляется со своей задачей. Планшет плохо разблокируется как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Завести биометрические данные можно только одного лица. Что касается беспроводной связи, планшет имеет поддержку Wi-Fi 5 серии, 4G сетей со всеми бэндами, 3G, 2G. Также установлен Bluetooth чип версии 5.0. По стабильности и качеству связи все хорошо, плюс за то, что есть в стоке запись разговора, но с уведомлением собеседника о начале записи. NFC-модуля, разумеется, нет, но есть поддержка однодиапазонной спутниковой навигации. Работает она, конечно, далеко не идеально, но главное работает. Тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. Далее, емкость аккумулятора 8800 мАч. В PC-марке планшет выдал 5 часов 41 минуту при 120 Гц и 100% яркости. Плюс за то, что яркость планшет не сбрасывал. Поедает он за час просмотра видео на YouTube со 100% яркости, по Wi-Fi 16-18% заряда. В итоге его хватает на 5-6 часов для просмотра видеоконтента. В PUBG New State за 1 час уходит 35%. Есть игровая панель для быстрого доступа к некоторым функциям, к примеру, выбор режима работы, блокировка уведомлений и все в подобном духе. Но планшет не игровой. Для казуальных игр в целом подойдет. Town Defense каких-нибудь, но не больше. Думаю, вы и сами видите, что в шутеры не поиграть из-за плохого сенсорного отклика. Да и никаких средних или высоких настройках графики планшет не вывозит. Все только на минималках. Заряжается, к слову, он от 0 до сотки за 2 часа 20 минут, что довольно быстро. Я думал, еще дольше будет. Переходим к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими цифрами. 180 гипсов минимально, максимально 219 гипсов и в среднем 211 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 GPU Score 1290, Single Core 732, Multicore 2055. 3D Mark Wildlife Stress Test показал 1239 с устойчивостью 99,8%. Wildlife Extreme Stress Test 345 с устойчивостью 99,1%. В Antutu тест оценки производительности планшет выдал 394 тысячи попугаев, Storage тест показал 29 тысяч. Летим дальше. Планшет оснащен основным сенсором Samsung ISOCELL GN1 на 50 мегапикселей и фронтальным на 13 мегапикселей. Максимальное разрешение для видеосъемки с основного сенсора 2К 30 FPS, а фронтального 1080p 30 FPS. В стоковом приложении камера есть фото, видео, про режим, вспомогательные функции, еще некоторое количество настроек. Качество видеосъемки такое же плохое, как и в большинстве бюджетных планшетов от этого бренда или любого другого бренда в третьем эшелоне, несмотря на подобный сенсор и 50 мегапикселей. Короткие примеры видеосъемки вы уже увидели, а примеры фото вы сейчас увидите, но и на них даже в режиме 50 мегапикселей ничего хорошего не видно. Минусы: старый процессор, мало производительности, 120 Гц не всегда, разумеется, отображается, плохой сенсорный отклик, рамки по периметру экрана, плохо работает сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лиц. Также к минусам можно отнести плохие камеры, но с другой стороны, для планшета это не столь важно. И более-менее хорошие камеры можно встретить только в планшетах А-брендов за немалую стоимость, а там проще, не знаю, камеру купить, отдельно телефон, еще и планшет на скидку. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую, не забывайте, что Blackview это второй, даже, может, ближе к третьему эшелону. Blackview же Mega 1, если сравнивать с планшетами, у которых подобное железо, имеет одно преимущество: у него огромный экран. В целом это стандартный планшет с неплохой, но не до конца оптимизированной работой системы, которую точно не оптимизируют, без запаса по мощности, с неплохой автономностью и таким же экраном. Для потребления видеоконтента, для серфинга в интернете, который все равно будет чуть-чуть, но с болью, и для работы в целом рассматривать можно. Главное урвать его за хорошую стоимость, его достаточно быстро раскупают. Но я бы смотрел варианты подороже от А-брендов, потому что планшет ты покупаешь на лет 5, и смысл тратиться в этом случае на подобное нету. Где там 15 тысяч, там и 20, но ты его реально приобретаешь, и он у тебя надолго. И у Xiaomi они есть, Huawei-евские дешево иногда на Авито на том же можно найти. У кого очень много денег, это яблоко, идеальные планшеты. В конце концов, Redmi, Realme Pad и Xiaoxin. Все это будет лучше, хотя бы минимум по программному обеспечению. Поэтому от меня девайсу бесконечно максимально скромное «да», только на лютых сейлах, если вот больше денег нет и не предвидится. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.